Чем больше кликов, тем, так же как и на десктопе, тем больше вероятность того, что пользователь уйдет. Когда у вас есть доступ к мобильному телефону вашего клиента, это можно сказать, что доступ к самому клиенту, доступ к телу. Самым элементарным, что любой e-commerce может сделать, это улучшить свою техническую сторону мобильного приложения. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Медиаметрикс ТВ, передача «Мобильная среда» и сам ее автор и ведущий Руслан Куваев. В этой передаче еженедельно мы обсуждаем самые последние тренды мобильного рынка, всеобщую мобилизацию нашего населения и все, что происходит в мире мобильных технологий и приложений. И сегодня у меня в гостях прекрасная Ольга Визовская, Head of Partner Programs Ozon.ru. Привет, Оль. Друзья, всем привет! Спасибо, что пришла, и спасибо, что предложила такую интересную тему, как использование мобайла в e-commerce. То есть это то, что сейчас действительно является супер трендом, то, о чем все говорят, и что несет в себе целую новую эру мобильного мира, когда большой рынок e-commerce становится m-коммерсом. И краткая справка об Озон. Для тех, кто не знает, это один из крупнейших российских интернет-магазинов, предоставляющий своим покупателям более 4 миллионов позиций в различных категориях. И вы занимаете 6-е место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. И в феврале 2016 года журнал оценил вашу компанию в $680 миллионов. То есть очень, очень большая компания и очень большой игрок на рынке e-commerce. Оль, давай, наверное, сразу с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, то есть ни для кого не секрет, что Озон – это очень сильный игрок на рынке e-commerce, а когда для вас именно мобайл и мобильное приложение стало таким сегментом бизнеса, на который вы начали уделять какое-то повышенное внимание и не просто там есть, а когда у вас появилась, может быть, реальная стратегия тому, как работать с мобильными пользователями? Я хорошо помню этот момент, это было около 2 лет назад, в марте 2015 года, когда мы перезапустили наше мобильное приложение и нашу мобильную версию сайта, и стали инвестировать в данный вид бизнеса. Мы стали закупать рекламу, нагонять трафик на мобильное приложение, и уже, естественно, это стало родом бизнеса и составило определенную долю в наших продажах. А ты не помнишь, как произошло вот это вот озарение? То есть кому пришла, может быть, идея о том, что уже пора бы сделать какое-то мобильное приложение и поглубже погрузиться в эту всю историю? Или это такой, знаешь, эволюционный, вроде как до всех вместе одновременно дошло? Уже на протяжении, наверное, многих лет на всех конференциях я слышу, что вот нынче год мобайла, и все теперь будет мобайл. Мы тоже участвуем в конференциях, смотрим, что происходит на рынке. И у нас было мобильное приложение, но мы понимали, что оно не настолько удобно для наших пользователей, чтобы действительно совершать через него покупки и пользоваться на постоянной основе. Поэтому просто дошли до этого руки вовремя. Мы подхватили этот тренд и стали одними из участников этого бизнеса мобильного. Круто. А какую долю сейчас занимает мобайл в общем обороте магазина? Если помнишь, то вот на момент вот этого разработки нового приложения, какую долю тогда занимал мобайл? Тогда это была ничтожная доля, даже не буду ее озвучивать, а сейчас через мобильную среду, через мобильную версию сайта и мобильное приложение у нас совершается около 30% заказов. То есть треть всех заказов уже у вас через мобильное приложение. Причем агрессивный рост. Если когда мы перезапустили наше мобильное приложение, мы росли по 700-800% от года в год, то сейчас, конечно же, рост меньше, но он продолжается и весьма ощутимый. То есть тоже в разы, да? Да, это в разы. Круто. Оль, смотри, вот с e-commerce, наверное, согласишься, что есть такая история с тем, что пользователи очень часто ищут
то есть такой discovery для себя делают товаров, продуктов с мобильных устройств, через те же мобильные приложения, мобильные версии сайтов. Но особенно в России именно завершение покупки они стараются делать на большом десктопе, на ноутбуке, где все понятно, видно, что ты не уверен, что не ошибешься, уверен, что ты безопасно ведешь данные карты и так далее. Но это, по крайней мере, та ситуация, которая была там на протяжении нескольких лет. А сейчас эта ситуация меняется, сейчас по-прежнему люди через мобильное устройство смотрят, изучают, но именно покупку и заказ совершают с десктопов. Или же у нас идет такая смена парадигмы этого. Вот правильно ты заметил, что эта ситуация в течение нескольких лет. В том-то и дело, что это уже было и прошло. На самом деле, когда мы с вами, мы обычные пользователи, сами совершаем заказы ежедневно, будь то это интернет-магазин, будь то офлайн-точки, мы хотим это совершить быстро, качественно, безопасно. И единственным, на мой взгляд, не единственной предградой пару лет назад, это было вот корректно работающее приложение. То есть, если у человека все хорошо работает, ему удобно оплатить, то он не будет дважды тратить время, чтобы зайти с мобильного приложения, потом перейти в десктоп, зайти в свою корзину, опять там потратить свое время и силы и оформить заказ. Это все совершается единым кликом, особенно нынче новость про Apple Pay, оплата одним прикосновением. Вы уже поддерживаете, да? Да, вот у нас буквально 2 недели назад запустилась совместно с Apple Pay данный вид оплаты. Теперь одной кнопкой. Очень круто. Я сам активно использую, подключил в первый день, как стало доступно в моем банке. И действительно сейчас практически все платежи, которые я делаю в офлайне, те же, они все через Apple Pay проходят. И очень удобно. Надо попробовать в онлайне. Я тоже ваш постоянный клиент, заказываю очень много книжек, наверное, уже на несколько сотен тысяч рублей я заказал книг на Озоне. Попробую следующим заказом оплатить через Apple Pay. Оль, как правило, требуют ли вот эти мобильные пользователи некой адаптации к себе и вообще мобильный канал, адаптации компаний, бизнес-процессов, может быть, платформ, именно к мобайлу, и что наиболее важно, вот какие условия создать для пользователя, чтобы ему в мобайле было комфортно совершать покупки, то, о чем ты говоришь, что уже, это очень важно, чтобы, понятно, технические элементы, что не крашится приложение, ничего не вылетает, ты можешь спокойно совершить полный путь покупки, а вот что еще важно для мобильных пользователей? Ну вот как ни странно, может быть, это действительно логично, для мобильных пользователей самое важное – это быстрота, потому что нужно поставить себя на место своего покупателя, потребителя и понять, когда мы совершаем эти покупки через мобильное приложение, когда нам некогда, когда мы в метро, когда мы на бегу. И если мы в движении, нам нужно как можно меньше кнопок нажать до совершения действия. Поэтому, конечно же, любой интернет-магазин, особенно содержащий такое количество категорий, как мы, должен адаптировать свое приложение под максимальное удобство пользователей и минимальное количество кликов, которые пользователь совершит до покупки. Чем больше кликов, тем, так же как и на десктопе, тем больше вероятность того, что пользователь уйдет. Поэтому мы адаптируем следующим образом. У нас есть внутренняя аналитика по пользователям, которые совершают покупки в мобильном приложении. Мы смотрим, какие категории наиболее востребованы, поднимаем эти категории вверх. Это все тоже для удобства пользователя. Выбираем топ товаров, которые пользователи покупают. А ты можешь поделиться статистикой, какие категории товаров наиболее востребованы с мобильных устройств? Сейчас, наверное, все подумают, что книги, но нет, не книги. Хотя книги действительно входят в топ-3. Электроника и детские товары. Вот, кстати, детские товары – это действительно большой сегмент, который в мобильных устройствах весьма актуален, потому что молодые мамочки им в основном с планшетов, с мобильных телефонов делают эти заказы. Вот у Ламоды я знаю, что у них, безусловно, обувь, и они рассказывают об этом на каждой конференции. У нас обувь не топ-3, но так как эта категория тоже есть, думаю, что в скором времени в топ-5 войдет. Круто, круто. А
какие особенности мобильных пользователей вы наблюдаете у себя в статистике? Может быть, в чем их отличие от десктопных? И какой вообще процент людей, которые mobile only, что называется, то есть которые не используют ваш десктопный сайт вообще, а всю коммуникацию с вашей компанией, с вашим магазином делают через только мобильное приложение? Такой процент велик, он составляет на данный момент 60% наших пользователей, которые установили мобильное приложение и более не совершают покупки через десктоп. 60% от мобильных пользователей? Да, от мобильных пользователей, конечно. Безусловно, есть свои особенности. На мобильных устройствах выше средний чек, частота покупки чаще. Но опять же, это все связано с достаточно понятными вещами, потому что коммуникация в мобильном устройстве, она более персонализированная, чем на десктопе, и когда у вас есть доступ к мобильному телефону вашего клиента, ну, это можно сказать, что доступ к самому клиенту, доступ к телу, потому что самое главное вовремя таргетированно делать предложения, которые актуальны именно для каждого пользователя, и тогда можно достичь успехов в этом поприще. То есть приложение, оно персонализируется под каждого пользователя, да? Конечно. Начиная от push-уведомлений, наверное, и самими там, блоками, элементами внутри, да? Но я не могу сказать, что push-уведомление персонализировано, но оно персонализировано по кластерам, если так можно выразиться. То есть, конечно же, мы выделяем сегменты с похожими поведенческими характеристиками пользователей и уже отправляем определенные рекламные активности, сообщения. А что касается адаптированности мобильного приложения под пользователя, в принципе, у нас сайт тоже адаптирован под пользователя персонально. То есть пользователь видит только то, что ему интересно, либо потенциально может быть интересно. Круто, круто. Оль, ну ты тоже, наверное, посещаешь много мобильных конференций, диджитал-конференций, и часто видишь статистику о том, что Android-пользователей у нас в 10 раз больше, но в деньгах iOS-пользователи нам приносят в 2 раза больше, то есть гораздо более платежеспособная аудитория. Как у вас обстоят дела с распределением по платформам Android, iOS? Насколько вообще жива платформа Windows Phone, и есть ли оттуда покупки? И то есть какие различия есть в том же, в активности, в среднем чеке, в периодичности покупок? Вот между платформами интересно послушать. Ну, здесь у нас, как у классического e-commerce, я соглашусь с коллегами, средний чек на iOS выше, частота покупок выше. Но на самом деле, я думаю, что Android, здесь же очень важно считать эффективность порой и смотреть, сколько мы тратим, а сколько получаем. То есть не получается ли так, что по сути идентично, что Android, что iOS. И нужно не забывать, что Android это большая часть наших пользователей, нежели iOS. Ну и на iOS есть еще, вот как Apple Pay, о чем мы уже сказали. То есть есть некие такие фишки, которые недоступны пока на Android. И за счет этого он развивается просто быстрее. И, ну, конечно, можно посмотреть, что конкуренция на iOS при закупке трафика в разы сильнее, выше, нежели на Android, которую недооценили. В принципе, вот, наверное, вот так. Понял. Вот ты еще раз вспомянула про Apple Pay. Может быть, поделишься статистикой вот за эти 10 дней, которые прошли? Сколько вообще пользователей процентов начали использовать? Ну, наверное, мало времени прошло, чтобы снимать статистику. Я думаю, что я поделюсь ей на следующей конференции, возможно, там, в следующем году, уже там, в январе где-то. Но могу сказать, что интенсивно пользователи наши и активно реагируют на каждое изменение. Если мы там вносим какое-то изменение в Apple Pay, то сразу миллион комментариев нам в приложение. И главное, чтобы Apple Pay был рабочий и не вылетал. Круто, круто. Давай, наверное, поговорим о вашем мобильном маркетинге, то есть что вы делаете для продвижения мобильного приложения. Во-первых, занимается ли этим отдельный специалист, отдельная команда, или это делают те же люди, кто занимается диджитал-маркетингом, привычным e-commerce маркетингом, CPA, контекст, там, SEO и прочее.
И какие инструменты, источники в основном вы используете в продвижении мобильного приложения? У нас есть отдельный специалист, который занимается всей закупкой. Что важно, что вся наша закупка в мобайле, она in-house. Мы практически ничего, ну, можно сказать, 95% in-house, 5% на аутсорс мы отдаем. Практически не размещаемся в партнерских сетках, не работаем вне, там, с какими-либо агентствами, либо другими посредниками, потому что у нас накопленная своя экспертиза, и она накоплена была еще на декстопе и перенеслась на мобайл. Ну и есть ресурсы просто-напросто под это. Поэтому вся закупка у нас подконтрольна, у нас нет фрода, потому что мы сами фрод себе не будем генерить. И наши специалисты самостоятельно ее совершают. В основном пользуемся, на самом деле, стандартными абсолютно, наверное, инструментами для всех. MyTarget, iTarget, контекст для привлечения инсталляций. А что касается реактивации пользователей, используем ремаркетинговые инструменты и пуш-уведомления как внутренняя коммуникация. Есть также поддержка офлайновая, но она незначительна, и ее тяжело измерить в инсталляции, либо в какой-то эффект в продажах. У нас есть свои ролики по мобайлу, мы на всех конференциях, различных активностях рассказываем про наш сканыт, когда пользователь может просканировать любой товар и тут же купить его в Озоне, либо просто узнать цену этого товара. Таким образом продвигаем мобильное приложение. Оль, а какие KPI вы перед собой, перед своим отделом ставите по мобильному маркетингу? То есть что для вас в приоритете? Понятно, что в e-commerce, возможно, то есть история при продвижении мобильного приложения у нас может растягиваться срок, то есть первой покупки, да, человек может поставить, а купить через месяц, через 3. И какие вот промежуточные KPI вы для себя ставите, по которым отслеживаете качественно и некачественно? Вот это вот очень интересный вопрос. На самом деле для любого маркетолога единственный правильный KPI может быть ROI. Но вопрос в том, как этот ROI измерить и в течение какого времени. Закупать этот трафик нужно сейчас и принимать решение в определенный момент времени, а не через полгода и год. Поэтому мы, с своей стороны, вычислили некие промежуточные показатели, которые должен соответствовать трафик, закупаемый соответственно, по нашим там покупкам, да, по нашим покупкам, по активности пользователя. Мы считаем когорту, минимальная когорта у нас 2 недели. На самом деле минимальный показатель – это 1 день. Мы смотрим, что вообще с пользователями происходит, вообще, заходят ли они, открывают ли и ходят по приложению. Ну а дальше когорта 2 недели. И показатель конверсии в течение этих 2 недель. Вот раньше считалось хорошим показателем для e-commerce, раньше это 1.5 года назад, где-то в районе 2%. Сейчас ситуация меняется, и уже 3% для нас плохо. То есть 4%, а по некоторым нашим источникам трафика мы достигаем 10% конверсии в первые 2 недели когорты. То есть инсталл в первые 2 недели, да. Конверсия 3-4%. 3-4% – это вот средний по больнице, да. Можно так сказать. И это основной KPI. Никакие инсталляции не являются KPI, естественно, потому что их можно достичь мотивированным и не только трафиком в огромном количестве, только продажи. Оль, а может быть ты вот поделишься с нашими слушателями по стоимости, то есть сколько примерно обходится качественный пользователь, может быть, просто хотя бы инсталл, да, его привлечение. То есть, раз ты говоришь, что у вас нет фрода, нет мотива, потому что все in-house, то наверняка у вас есть такие примерное понимание, что инсталл стоит вот примерно столько. И там то, что нам обещают по 15-20 рублей, ну это просто нереально, допустим. Именно так, по 15-20 рублей можно купить только мотив, как раз на короткое агентство получится, потому что себестоимость в районе 10 получается мотива. Хороший инсталл на iOS обходится от 60 до 100 рублей. Почему такой разброс? Потому что все зависит от объема, который вы закупаете. Если закупать в объеме 3 инсталла в сутки, то, конечно, можно и за 60. Если это серьезные объемы и вам нужно 1000 инсталлов,
то тогда уже цена будет выше, просто потому что вы конкурируете за этот трафик с другими участниками рынка. То есть средняя по iOS 80 рублей, если брать среднемесячную. По Android в районе 40-50 рублей инсталл. Обходится дешевле, но опять же надо считать итоговую экономику. Сколько вы получаете от этих установок денег в итоге в течение LTV. Круто. А по географии в России, то есть ли у вас какие-то регионы, которые наиболее интересны, и те регионы, которые вы вообще исключаете из своего мобильного маркетинга, то есть гео, которые вам не интересны? У нас в целом наиболее интересные регионы, конечно, те регионы, где у нас есть склад. Но оттуда будет быстрее доставка. Да? Конечно, это доставка на следующий день, а логистика в e-commerce это просто первое, о чем беспокоятся все пользователи, потому что вы не будете заказывать порошок, которые вы можете купить в соседнем магазине через Озон, который вам доставят через месяц. Конечно, нет. Только оперативная доставка – это номер один по требованиям. Соответственно, концентрация нашего внимания на городах-миллионниках, где наиболее распространен мобильный интернет, где действительно высокая конверсия и есть выхлоп от нашей рекламы. Остальные города, я не могу сказать, что мы их полностью исключаем, но мы делаем на них ниже ставки, просто потому что нам это пока невыгодно. Но опять же, пока нет складов. Я понял. То есть вы тут больше к своей логистике офлайновой привязываетесь и в общем процессе. Именно так. И причем это не только в мобайле, это в целом по бизнесу, по стратегии наших закупок. Конечно же, мы инвестируем туда, где будет выхлоп выше. А есть какие-то аномальные регионы, которые прям выбиваются из общего списка, не знаю, там очень высокий средний чек или очень дешевые инсталлы, пользователи прям активно скачивают, интересуются, или все примерно в одних цифрах? Есть регионы, которые выбиваются, но это больше зависит от сезонности. То есть наш юг начинает выбиваться летом. Возможно, просто потому, что туда скапливается большое количество туристов. Оттуда надолго приезжает и решил... кто-то надолго приезжает, а кто-то решил спонтанно купить какие-либо товары, чтобы по приезду в Москву там, либо в другие города домой доставили. То есть здесь чисто сезонные вещи и больше никак. Либо, если мы открываем склад, то тогда действительно дополнительный анонс просто за счет того, что пользователям данного города известно о том, что доставят завтра. Круто. Ты упомянула о том, что у вас есть KPI минимум 3-4% конверсия в покупку после инсталла в течение 2 недель. А за счет каких инструментов и механик вы пользователя подогреваете к тому, чтобы, как ты сказала, если раньше было 2% нормально, да, считалось, то сейчас и 5% уже считается мало. То есть это же происходит за счет того, что мы как-то лучше начали работать с клиентами, с этими инсталлами, которые к нам пришли. Вот что вы делаете для повышения этой конверсии? Персонализация, доп. Акций и так далее. На самом деле, самым элементарным, что любой e-commerce может сделать, это улучшить свою техническую сторону мобильного приложения. Тут, опять же, повторюсь, чем быстрее пользователь совершает покупку, тем выше будет конверсия. А так, из маркетинговых инструментов мы научились правильно работать с пуш-уведомлениями, посылать их в то время, когда пользователю действительно нужно, когда пользователь готов к этому пуш-уведомлению, чтобы наш пуш просто не вылетел в никуда, мы не получили негатив. Опять же, это все выявляется статистикой, мы смотрим наиболее активные дни, часы, минуты для посещения, когда люди принимают решения, мы смотрим историю пользователя. И это нам позволило увеличить конверсию. И, конечно же, акции, которые проводятся специально для мобильного приложения. Вот это очень важно, чтобы мобильное приложение несло какой-то дополнительный функционал, а не было просто витриной для магазина. Если вы несете дополнительный функционал и пользователю выгодно купить через мобильное приложение, он это сделает.
То есть здесь вот просто составляющая выгодно, удобно, быстро. Интересная мысль. Вот ты упомянула о адаптации под пользователя в плане по времени, да, и мы тоже часто клиентам говорим, там, крупным брендам, что в мобайле очень важно учитывать контекст использования. Может быть, ты поделишься вашей статистикой, когда у вас наиболее активно используется ваше приложение, когда пользователи, может быть, больше времени проводят, выше конверсия в завершении покупки. Я так подозреваю, что это, наверное, вечер, да, выходные, что-то такое. Если говорить об общей статистике без персонализации, то пик воскресенье вечер, 8-7 часов вечера. Но это, наверное, такой пик вообще для всех в целом по отрасли, когда люди заказывают, уже сделав все свои дела на выходных, вложив там детей, либо завершив то, что необходимо завершить. Идут купить то, что пришло в голову вот как раз вот на выходных. Да, и получите, чтобы сразу на следующий день. Кстати, до 12 у нас заказываете и получаете уже на следующий день. До 12 ночи, да? До 12 ночи. Круто. Можно даже в этот же день получить доставку, но это до 12 дня тогда, чтобы вечером. Понял, очень интересно. Ну и насколько вообще вы оцениваете эффективность мобильной рекламы и мобильного маркетинга для себя? То есть несет ли это для вас какую-то доп. Прибыль, может быть, какую-то добавочную стоимость по сравнению с обычным? То есть мы же много лет работали с обычным сайтом, и в принципе все было хорошо. А вот мобильный маркетинг несет доп. Плюсы в себе, или это просто канал, в который перешли наши пользователи? Вот данный вопрос, он на самом деле мучает весь e-commerce, и многие компании даже ответили на него отрицательно, сказали, что нет, для нас это все не нужно, мы только проинвестируем огромное количество денег, не получим ничего. Но вот что показывает практика? Конечно, когда мы вступали на этот путь, мы не знали, что будет. Мы понимали, что все будут мобайл, что это нужно, потому что мы должны быть, мы лидеры и должны быть в числе лидеров и в мобайле, но не понимали, какой реальный value нам это принесет. А вот сейчас уже, сняв статистику, мы понимаем, что мобайл – это не просто канал, как некая доп-опция для наших пользователей. Это еще и канал привлечения новой аудитории. И доля новой аудитории существенная. В районе 30% мы привлекаем через мобильное устройство. И это пользователи, которые конвертируются, то есть это хорошие юзеры с хорошей историей. Ну и если говорить уже об аналитике нового времени, когда мы анализируем не канал и сколько он нам приносит, а анализируем юзера и сколько мы на него тратим в целом на десктопе, на мобайле, суммируем и получаем, и плюс это на одной чаше весов, а на другой чаше весов сколько мы получаем от него, и уже потом смотрим, сходится или не сходится, эффективно или нет, то мобайл действительно хороший канал с точки зрения не только привлечения юзеров, но и активации. То есть пусть даже раньше, как было, не совершили покупку на мобайле, но юзер активировался, и он обратил на вас внимание. И в дальнейшем там купит на десктопе, да? А сейчас активировался и купил на мобайле. То есть это канал, который пока ни у одного, наверное, e-commerce не в плюсе, если считать чисто по атрибуции канала, но он в плюсе, если считать по аналитике на одного юзера. Вот здесь вот очень важно. Круто. У меня сейчас такая аналогия в голове появилась, что мобильное приложение – это как торговый центр. И вам важно как минимум быть хотя бы перед глазами у пользователя, да, по сути. То есть как в торговом центре есть хорошие проходимые места, так и тут. То есть если у него стоит приложение, Озон, еще какое-то, он каждый день мимо него ходит, допустим, а покупки же зачастую импульсивные, да, какие-то у нас там, или что-то захотелось, и все равно даже просто быть у пользователя на девайсе – это уже достижение хорошее.
Да, но здесь важный момент, что мы не игрушка, мы не развлекательный портал, и занимать место у пользователя на телефоне, это действительно нужно за него побороться, не просто за первую установку, а чтобы нас дальше не удалили, там, что мы пользователя заспамили теми же пушами, либо еще что-то произошло. Поэтому вот в приложении как раз то, о чем я уже сегодня говорила, должен быть некий доп. Функционал, который будет позволять пользователю пользоваться этим приложением, помимо покупок. Вот как Scanit, может быть что-то другое. Может быть, вы игрушку туда конвертируете, да, как-то зашьете. Как угодно. Главное, чтобы у пользователя не было желания удалить как ненужное. Понял, круто. Круто. Давай поговорим о будущем, о том, что вы делаете с своим мобильным приложением, мобильным направлением, чего нам стоит ждать. И такой вопрос, планируете ли вы и дальше развивать мобильное направление? И если вы оцениваете положительно, то в целом видишь ли ты такую ситуацию, когда вы можете стать вообще mobile-only компанией, когда, в принципе, доля пользователей покупок на десктопе станет ничтожно мала, как в свое время мобильных, и вы, в принципе, будете таким чисто мобильным бизнесом? К нам месяц назад приезжали из Фейсбука ребята из Дублина, посмотрели наше приложение и сказали: нет, как-то это не мобайл, это, говорит, а вы будете мобайлом когда-нибудь, он для мобайл? Мы так, мы мультикатегорийный магазин, мы не можем быть в таком же формате, как Facebook. Хотя вот сама идея, которая пропагандирует Facebook, что они вот стали полностью, перестроили всю свою компанию на мобильное устройство и адаптировали, она действительно весьма интересна, потому что концепция, на самом деле, у Facebook и у Instagram, как в частности, как мобильного чистого продукта, в том, что под каждого юзера свой контент. То есть вот подборка категорий, подборка интересов вот под каждого юзера. И они нам показывали примеры непосредственно там мелких интернет-магазинов, но которые адаптировали вот под каждого юзера, то есть по категориям там. Но это возможно сделать, когда у вас там одна категория, когда вы продаете одни сапоги, отлично, можно там сделать, да. А еще лучше, если там небольшое количество SKU. Когда вы такой гигант, как Озон, конечно же, mobile only быть невозможно. Все равно десктоп — это ведущая часть нашего бизнеса, и она, наверное, в ближайшее время и останется. Возможно, в перспективе, но в такой перспективе, как лет 10, мы можем перейти. А вот с точки зрения того, как мы хотим адаптировать наше приложение, у нас в планах, пока не буду раскрывать конкретику, есть сделать вообще новый продукт. Тот, который не будет похож на то, что есть сейчас, и не будет похож на сайт. Это будут параллельные истории или мы хотим заменить обновление? Да, это будет обновление, но это обновление требует большого количества разработчиков, и, конечно же, оно будет выпущено не сейчас. То есть пока у нас это все в идее, и думаю, что, может быть, в течение года-полутора мы это выпустим в свет. Очень круто. Я думаю, мы тогда встретимся, еще раз посмотрим на ваш новый мобильный продукт. Оль, Озон явно целенаправленно стремится стать лидером e-commerce в России за счет увеличения доступного количества товаров, то есть уже огромное количество позиций, за счет увеличения складов, пунктов выдачи, тоже, наверное, лидер, по этому показателю. И улучшение условий доставки, то, о чем ты сказала, что это очень важно для пользователя. На твой взгляд, может ли хороший мобильный продукт, мобильное приложение быть конкурентным преимуществом наряду с этими, которые я перечислил выше, из-за которого пользователи выбирают именно нас и именно с нами остаются? Или же все равно они готовы потерпеть такое кривенькое приложение, но зато доставка быстрая и цена. Я считаю, что в нашем бизнесе хорошее мобильное приложение – это must-have. Это просто то, без чего
уже на данный момент крупный e-commerce не может себя презентовать на рынке. Поэтому как конкурентное преимущество, как некое уникальное конкурентное преимущество, наверное, нет, потому что есть у всех. То есть вот все-таки пользователи тут больше смотрят на их выгоду некую, которую они получат. Но то, что мы должны быть, это, конечно, да. Круто. Ну и такой завершающий вопрос от меня, Оль. А если говорить про mobile web, мобильный веб-сайт, ты вообще веришь в эту историю, что это будет оставаться каким-то То есть какая сейчас доля у вас примерно покупок не с мобильных приложений, а мобильного веба именно на сайте, через браузер? И есть ли вообще будущее у вот этого направления мобильного веба для e-commerce? Google рассказывает на своих конференциях, что останется через несколько лет только мобильный веб. Он будет в качестве приложения, то есть приложение у вас будет открываться из браузера. То есть это будет некий микс. Возможно, так. Но без мобильного веба я точно не представляю себе будущего, просто потому что это первое, что любой пользователь, не знающий о мобильном приложении, не видящий рекламу, вбивает в контекст, вбивает в Яндексе, в Гугле, в поиске просто-напросто. Вбивает название магазина и попадает на мобильный веб, дальше уже с возможностью установить там приложение. Доля продаж на мобильном вебе. Я могу сказать про долю просмотров на мобильном вебе. Потому что долю продаж мы просто не отделяем общую информацию по доле продаж на мобильном вебе и мобильном приложении. Да, а вот по посещаемости в новогодние праздники у нас 50% трафика с мобильного устройства. Конечно, там, если это не Новый год и не выходные, поменьше. Там в районе 40%. Но вот в Новый год это прям предел. И, конечно, когда у вас половина юзеров заходит через мобильный веб, как тут можно от него отказаться и как-то его убрать? Конечно, нет. Думаю, что будет какой-то симбиоз, что-то должно из этого всего получиться. Потому что все понимают, что конверсия у мобильного веба ниже, нежели у десктопа и у мобильного приложения тем более. Все понимают, что он не такой удобный, что там нужно много всего менять, а нужно ли менять. Но все чего-то ждут. Вот я могу охарактеризовать ситуацию. Технологичного решения, которое будет на рынке. Вот общую ситуацию. И, в принципе, она единая у всего e-commerce. Интересно. Оль, подходит к концу время нашей передачи, очень быстро пролетело время. Буквально 30 секунд обратиться к рынку, к коллегам по e-commerce, по m-коммерсу, который у нас уже активно набирает обороты. Пожелания, тем более у нас Новый год, к новогодним праздникам и на будущий 2017 год. На что бы ты хотела обратить внимание, чему уделить больше времени, над чем поработать и в целом как быть с мобайлом в новом году? Я всем коллегам из электронной коммерции хочу пожелать пережить Черную пятницу, которая у нас на носу, и сейчас мы все в огне. Это действительно так, потому что все наши закупщики, маркетологи и оставшиеся коллеги трудятся над тем, чтобы нашим пользователям было выгодно. И, конечно же, после закрытия удачного сезона подумать над тем, как мы закупаем нашу рекламу на мобильное приложение, как мы атрибутируем наши закупки. И уже принимать решение не на основании того, что в мобильном приложении сконвертилось или не сконвертилось в определенный период времени, а смотреть на пользователя в целом и на то value, которое данная реклама приносит бизнесу. Наверное, так. Круто. Спасибо, Оль, большое за уделенное время, за интересную беседу. Я желаю личных и профессиональных успехов тебе, больших продаж, тысячных ROI, и чтобы все получалось и в новом году. Друзья, я напоминаю, что это была передача «Мобильная среда». В гостях у меня была Ольга Визовская из компании Озон. Мы обсуждали
направлением мобайла в e-commerce в России. С вами был Руслан Куваев. Спасибо, что провели этот часик с нами. Хорошего продолжения недели и пока-пока.